Привет, бойскауты, с вами Кьюбайт. Добро пожаловать в Человека-паука 2 на PlayStation 5. Мы продолжаем его проходить. Я вижу здесь еще одного дрона. Ну, намек, по крайней мере, на него. О, паучья броня сюда. А здесь, интересно, у них есть... Ага, вот сколько... Чего, серьезно? Тут их прям прилично нужно собрать. Я думал, мы там уже почти дошли. 42 бота. Но это явная отсылка на Майлза, на паутину вселенных, потому что, ну, я напомню, Майлза, ну, что в комиксах, да нет, ну, в принципе, да, и в комиксах, и в... Да, кстати, в игре даже, по-моему, 42-й тоже был. В игровой вселенной этого Майлза тоже укусил паук с числом 42 на пузике. Кстати, навыки. Давайте что-нибудь прокачаем быстренько. Зона поражения. Мы это сейчас не юзаем практически, поэтому можно не прокачивать. Да, вот это возьмем. Все. Полетели дальше. Мне написали, ну так как прохождение все еще идет, я недавно прошел игру и выкладываю, то в комментариях и вообще мне в целом присылали в соцсетях по поводу того, что можно, во-первых, включить режим какого-то контраста, или как-то так он называется, короче, чтобы мир стал, ну, практически черно-белым. У нас что, неделя моды? И с нуаром это типа топ было. Надо будет попробовать. Потому что теперь он щеголяет в черном костюме. Но поверьте, дорогие слушатели, даже черного кабеля не отмоешь до бела. В любом костюме он по-прежнему опасен. Устроив драку с охотниками, Человек-паук прошелся по всему Квинсу, уничтожая частную собственность и щедро делясь собственной проблемой с простыми горожанами. Драка переросла... Она обрывается. Я забыл про то, что Робби еще сейчас позвонит нам. Прошу прощения, не знал. Ну, знал, но забыл. Или ты забыл. Оп, или ты не знал. Многих людей, писавших там в Югл, и пару человек там работавших. Свобода слова — это прекрасно, но от того, что ты постоянно что-то повторяешь, правда, оно не станет. Прикольно, тут пробочка такая. Так, кто у нас здесь? Железный паук. Ага. Кстати, по поводу костюмов мне тоже еще что-то давали. Ага, нам не хватает жетонов города. Ну еще предлагали поиграть за костюм Майлза с этими, сейчас, секунду, с плащом. Не знаю, насколько хорошая эта идея, но тут паук-ниндзя есть, вот такой. По-моему, у меня здесь еще был какой-то с плащом, если я не ошибаюсь. Это прям жуткие костюмы. Нет, кстати, не было, я думал. Ну то есть это паук-ниндзя, это довольно новый костюм. Не знаю, я, честно, как-то спорно отношусь именно к плащу у Человека-паука, но в целом посмотреть как бы можно. Потом. Мы пока на миссию... Опа, а что за рогатка? Стоп. Что за рогатка? Человек-паук! Я не хотел вас трогать. На самом-то деле. Мне интересно, что за рогатка здесь и где она. Вот. Они рогаткой обозначены. Окей, буду знать. Я что-то не обращал внимания на карту. Ну, то есть я играю ровно столько, сколько вы видите на видео. Я не играю сам по себе, потому что я бы, я увлекусь, я что-то пройду, вам не покажу, короче, вы знаете. Тут много чего интересного, я бы не хотел это упускать, потому что и побочки мне интересны, и просто задания. Да что, паук, прошу тебя, давай, не надо. Так, сейчас. О, ничего себе. Слышали о великолепном Человеке-пауке? Так! Человек-паук папарацци? Щелк! Прикольно. Это забавно выглядит. Вход в канализацию впереди. Что в Нью-Йорке просто не объяснить. И это здорово. Так, ну что, пойдемте. Простите, извините, хотя я симбиот. Отвалите. Insomnia Games, видели, на люке было? Поставьте на паузу, когда люк поднимается, с обратной стороны там написано Insomnia Games. Прикольно. Так ты жив? От тебя давно нет вестей. Я почти нагнал доктора Коннорса. Как только я вколю ему противоядие, этот костюм вернется к тебе. Ладно. Дай знать, как найдешь его.
Он расстроен. Ревность ли это? Ну, ему же вот трудно ходить. Ну, понятно, что он расстроен, конечно, из-за того, что его состояние ухудшается. О, В канализация. свинцовых трубах не проходит сигнал. Куда он идет? Ну, это реально Арkham. Здесь камера видеонаблюдения. Только ящер устроит бардак даже в канализации. Отсылка на Человека-паука 94-го года. Что? Да что такое с ним? Он пробился на заброшенную линию метро? Это газ? Звук шмыгания был странным, как будто у меня где-то в затылке. Коннорс не хочет, чтобы за ним шли. Ну, я, кстати, уже попривык к этому симбиоту. Не скажу, что этот костюм мне очень Еще нравится, одну трубу. Наверное, пытался затопить тоннель. но пока нет альтернатив. Ну, вообще, Insomniac меня сильно расстроили с костюмами. Куда вы идете, док? Что там будет дальше, но пока мне костюмы мало какие нравятся. Ну, то есть Нуара добавили, это круто. Там еще, ну, есть приятные костюмы, но в целом... Ух ты. Ничего себе, бот перекуркнулся. Стремненько было. Серьезно? И еще одна камера. Пойдем, пойдем, никого не бойся. О, нет. У Аскорб лаборатория в канализации? Чего? Наверное, Норман давным-давно обустроил тут все для Коннорса. Причем скрытно. Прикольно. Давайте покопаемся, может что-то интересное найдем. Сейчас здесь ничего не упустил, нет. Какой-то ноутбук. Сколько старого антидота. Уже без толку. Угу. Понял. Хвостик. Может, именно по этим образцам Коннорс создал оригинальную формулу. Ну, здесь явно ничего не будет, давайте дальше пойдем. Над чем же Норман заставлял Коннорса тут работать? Подождите. Серьезно? Ну, во-первых, смотрите. Это, конечно, все связано с симбиотом, очевидно. Зачем ему астрономические данные? Это прилет как раз симбиота. Тут, правда, так, сейчас. Symbiotic Relationship, ага, in Animal Kingdom. Ну, короче, это в анатомии Веном на канале посмотрите. Здесь, конечно, просто указано, что в животном мире в целом есть симбиотические связи между организмами. Ну, там всякие паразиты те же самые. Этот символ. Не знал, что Коннорс изучал древние языки. Вот оно что. Получается... Я думал, что здесь как бы это будет не связано. Ну, я имею в виду Карнаж... Карнаж Клетус Кэссиди, вот это его секта Пламя. Но видите, они все подверглись вот этому влиянию, то есть это все связано. Здесь у нас как раз язык, планета, коммуникация. Ну, то есть здесь отсылка, ну, даже не отсылочка, а связь вообще всех Клинтар указана. Ну, Клинтарцы — это с планеты Клинтар, все симбиоты, которые еще и подвязаны к богу. Дешевая лапша, засохшая пицца. Какое знакомое зрелище. Нал, нул, кнул, кнал. Вот, называйте как хотите. Вообще нал вроде. Я это уже видел. 200. Но вот где? Ну, вот это я, кстати, не помню. Мутация. Мутуализм? Коннорс всегда считал, что ключ к решению кроется в других организмах. Вот этого я не помню, где 252. Ну, кстати, это может быть отсылка на
на выпуск. Я сейчас выпуск под рукой у себя не вижу, поэтому вы можете сами загуглить. Я, может, уже после Тут и стерильный цех есть. записи гляну. Кнопку, я думаю, не надо нажимать. Стоп, Но это... это же ускоритель частиц в нашем фоне. А, Веном 252. Даже у Коннорс него там... засунул в него какой-то минерал? Что? Это из-за меня? Класс. Питания нет. Так, с чем мы имеем дело? Это не то. Нет. Привет, док. Готовы к медосмотру? Я разберусь. Ну чё, будем сражаться? Так. И блокировать. Ага, здесь понятно. Мы это уже проходили, Коннор! Если вы меня слышите, мне нужна помощь! Затормозил, мне пора действовать! Ой, Курт Коннорс! Блестящий ученый! Да, вы ошиблись! Но все еще может кончиться хорошо! Вы хотите, чтобы семья запомнила вас таким? Вы можете вернуться к ним! Ну пока все легко. На ловушку, правда, его. Подумайте о жене! В морду. Вы нужны им! Ну он какой-то вообще такой амебный. Он особо не атакует, на самом деле. Пока шла катсцена. Ваш сын не должен расти без отца! Боритесь! Ради него! Понял, лучше не нападать. Пока шла катсцена, я загуглил. Эта обложка действительно, ну, отсылка на обложку 252. Это та самая обложка, где паучок в черном костюме. Ну, то есть, это 100% отсылка. Эту обложку вы наверняка видели. Это, по сути, сама по себе эта обложка является омажем на Amazing Fantasy. Давай, 15, но только в черном костюме вариант. Все это, короче, крайне любопытно, как это потом подвяжет. Будет ли это в этой игре или в дальнейших. И вот теперь понятен, почему там разработчики намекают про спин-офф про Венома или какой-нибудь DLC, возможно. Ну, то есть что-то про Венома может еще быть, потому что они хотят захватить там все современное. Понятно, это не помогает. Ну, тут по факту его именно ловушками ловить. Ой, попал, хорошо попал. Ну, понятно, конечно, это. А, я нажимал. Вот это проблема! Согласен. Мне нравится, как он ему оборачивает морду. Выглядит забавно. Чуть я его прям задушил. Ладно, все, не надо. Ящер, я тебя люблю, ты знаешь. Мы с тобой в хороших отношениях. Я не попал. Так, иди-ка сюда. Ну прости, да, я выжидаю, я крыса, я выжидал. Ну и что?
Это не сработало. По-моему, мы его У меня разозлили. противоядие! Позвольте вам помочь! Я пытался ударить. Бей, 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 бей. Что? Почему? Хватит меня бить! Только так можно вас вернуть! Ну, бросить. Ну, оглушить я понимаю. Ого! Ой, это было неожиданно. Мы уже Простите? давно могли с этим покончить! Да стойте же! Я спасал вас раньше! И спасу еще раз! Нормально, да? Я могу вас вылечить! Он сбежал. Просто помогите мне немного! А, серьезно? Это прям оглушает его? Мистер Нужно Ящ. спустить его! Понял. Как-то не очень сработало. Да что такое? Я два раза про... Ладно, первый там было, да, плохо сделано. Но второй-то нормально попал. Ну, короче, просто так нападать. О, красиво, красиво. Попасть, только зубы почистить, вообще замечательно будет. Кстати, файт с ящером прикольный. Вполне. Ха-ха-ха, попалась мини-годзилка. Нажимал, не успел. Почему он такой огромный? Еще надо бить, надо бить. Ладно, уходим. Уходим, я сказал, не в ту сторону. Так, ну сейчас он уйдет чуть-чуть наверх. Он такой смешной. Ой, хорошо ты. Ой, хорошо, как ты встал, Док Коннорс. Да, хорошо попал. Виртуоз, виртуоз, давай сюда. Ха-ха, идеально. Ну, увидели это? Ну, мастер, мастер своего дела. Эксперт. Не вовремя. Ты что? Я его атаковал. Ну, забаговано было, согласен. Это не моя вина, Инсомниак. Вы серьезно? Я сейчас проиграл? Я проиграл по вине Инсомниак, пожалуйста. Я не признаю. Я не признаю свою проигрыш. У меня противоядие! Позвольте вам помочь! Это мой шанс! Показать себя. Хватит меня бить! Только так можно вас вернуть! Мы уже
уже давно могли с этим покончить! Тварь ящеровская! Да стойте же! Ну и хорошо. Иди сюда, иди сюда! Я с тобой шутить не буду. Я спасал вас раньше! И спасу еще раз! Я могу вас вылечить! Просто помогите мне немного! Ну вот это, конечно, да. Что-то я... Паутинкой-то надо было пользоваться. Как пропало? Не, хороший файт, мне нравится. Чуть-чуть здесь все-таки поджимает локация, но так и должно быть, поэтому. Вот с этой ловли, я правда не понимаю, почему его там ошпаривает так сильно этот... Ага. Ты подойдешь или нет? Ну, хам. Нужно спустить его! Я считаю... О, еще этой штукой сверху. Короче. Иди сюда. Еще. Нет. Да. Поймали. Нет, да. Почти. Ну да. Ладно, не будем хамить. А вот теперь можно немножко и похамить. Ладно, понял. Добиваем уже. Ой. Ну это... А, вот оно что. Ну уж нет. Did you know? Dina Fight. Нет у меня настроения гнаться за огромной ящерицей по всему Нью-Йорку! Ну чё, пойдемте? Ну только не это! Стой! Пострадают люди! Да, мне еще писали по поводу помощи при полетах. Типа будет так сложнее, реалистичнее. Можно поставить, я не против. Но я как бы и тут-то летаю не очень хорошо. Вы хотите, чтобы я сильно страдал, а вместе с Люди, этим назад! и все зрители? То есть, если бы я играл сам, знаете, вся ответственность на мне. А так я еще и это людям показываю. Не спеши! Мне что самому будет стыдно. Ой. Я что-то не заметил на экране. Немножко больше! А!
мешаете! Мне показалось, ли там был дроид? Ой, не дроид этот, как его? Дрон-паук. Дроид это из другой вселенной. Издеваетесь, Коннорс? Что? Что это было? Меня просто... Что? Меня несла машина, хотя я нажимал Я уклонение. разберусь с этим! Вы мешаете! Но что-то багов здесь как будто... больше, чем обычно бывает. Издеваетесь, Коннорс? Внимание, ящер уходит. Да я вижу. Меня вообще машина снесла в прошлый раз. Ну, Вы знаете, что я этого не хочу! Не шевели! Охотники! Серьезно? Сами напросились! мне на самом деле даже жаль немного Коннорса. Ну, ящера, когда, знаете, протыкают, неприятно выглядит. Как будто браконьеры. Проклятые охотники! Я же сказал, не лезьте! Мне не нравится, как сделано. Вот, ну, я в принципе снимал этот ролик, но потом я его в итоге не выпустил. Надоела охота за Но ящерицей! там был этот геймплейный момент. И мне не нравится вот этот зеленый след у ящера, и как он так быстро скачет. Ну, У типа, не меня знаю. нет на это времени! Может, без следа было бы и лучше. Коннорс! Ну, держись! Игла не может пробить кожу! Черт, игла застряла! Мне очень нужен этот антидот! Воу! Что, попытайтесь остановить ящера. Еще понять бы, в какую сторону. Вот черт! Ну и что вы будете делать наверху? Улетите? И сколько можно нажимать. Бежать некуда! Нет! Коннор! Но это чисто Кинг-Конг. Это чисто Кинг-Конг. Прекрасное создание. Я помогу! Кстати, он правильно сделал. Потому что если бы он его вколол... Оу. Он стал еще больше. Регенерация — это так клево. И так мерзко. А, он просто хвост отращивает, я понял. Ну что, какой третий раунд? Ладно, если иначе нельзя, я буду драться. Ведь я столько вам помогал. Могли бы хоть раз помочь мне в ответ? Серьезно? С хвостом эволюция явно перестаралась. Вы слишком слабы, чтобы вернуть себе контроль. Тут уже Я на вас злость пинками переходит наружу Паркер. вытащу. Он замедлился. Нужно подобраться. Понятно, почему семья вас бросила. Потому что вы слабак. Хорошо. Они боятся вас. И вы это знаете.
Да ну, атакуй. Так мало. Я не попал? Вроде, ну казалось бы, да? Привет. Ну мы это проходили уже. Почему? Я же навесил ему паутиной. А, там есть кое-что получше. О, а вот это поймай. Что-то я... Острые шипы! Нет, нет! Короче, мы просто делаем ему паутинный намордник, я понял. И я не попал? Или попал, не пойму. Опять же, я уклонялся, но, видимо, уклонялся плохо. Фух. Тут еще надо увидеть. Я сделал ему этот намордник, вроде и да. О, да, сделал. Я так больше не могу. Паучок, давай его разнесем. Ну где там Я симбиот? даже не для себя стараюсь. Что ж такое? Вы нужны Гарри. Помните его? Нет! Лови! Лови! Ну почему? Хочется немножко сделать плохо ящеру. Знаете, что самое обидное? Ну понятно. Конечно, не сработало. Он-то использует силу, на нем зачем это будет работать? Только когда я использую всякие штуки, то у меня они сбиваются. Успел. Вы слишком слабы, чтобы вернуть себе контроль. Я вас пинками наружу вытащу. Иди сюда, иди, мой хороший. Сейчас ты получишь порцию. Я вас бросила, потому что вы слаба. Любишь сладенькое, да? Вот сейчас я тебе задам. Они боятся вас, и вы это знаете. А ты будешь бояться меня. Вот сейчас я тебе покажу, что такое. Лучше не приближаться к этим шипам. Серьезно? Вот так. Не сработало, понял. Естественно, на меня... Ну, конечно, я... Согласен. Тут далеко было. Куда ты побежишь? Я не могу. Какой же я бот. Будет же он торчать там вечно. Наконец-то. Не, стой, куда ты пошел, красавчик? Я так больше не могу.
Я даже не для себя стараюсь! Вы нужны Гарри! Помните его! Он умирает, док! Что вы меня Я ждали? не могу его потерять! Доктор Коннорс, что с вами Только такое? вы можете ему помочь! Ему нужен костюм! То он на таком расстоянии срабатывает, то на другом расстоянии. Вот сейчас не сработало почему-то. Ну вот, видите, он меня прям во время удара пресекает. И он еще избивает все мне. Ну, крыса, ты даже, ты не ящер, ты крыса настоящая. Так не поступают. Ага, попался. Иди сюда, иди сюда. Ну что ж ты так заранее? Да вот эту я хотел, оторви! Есть! Наконец-то. Я сейчас сам стану под симбиотом. Попал? Не попал. Есть. А зачем? А зачем? Нет, самое интересное, что он реально легкий босс. Ну, то есть, у него... Можно ввести противоядие в десна, если подобраться поближе! Давай. Так, ага. Тут у нас свободных и нет. Ну. Ну, конечно. Так, давай-ка в дальнюю пойдем. Иди сюда. Иди сюда, мой хороший ящер. Мне кажется, с этих ударов уже Годзилла бы лег, а ящер почему-то держится. Наконец-то. Пора принять лекарство. Ой, в небо. Это знаете, когда у стоматолога тебе анестезию в небо колят? Это не очень приятно. Это не сильно больно, это именно неприятно. А, кстати, доктор Коннорс не видел же, да, Паркера в этом, ну, Человека-паука в симбиоте. Откуда он у тебя? От Гарри Осборна. Это же ваш проект. Идем со мной. Но это мы уже видели, да. Сейчас будет флешбэк, видимо, да? Как я и думал.
Это здесь. Стоп, стоп, назад! Я взгляну поближе. Все в порядке, в порядке. Потрясающе. Сейчас ему руку оторвет. Стреляйте! Огонь! Что это такое? О, изменился уже окончательно или нет? Осколок метеорита, упавшего рядом с городом много лет назад. Там мы и нашли его. Да. На мне пришелец? Мы зовем его симбиот. Он связан с носителем на субклеточном уровне. В данном случае с Гарри Осборном. Он дал его тебе? Не совсем. Я был ранен. И симбиот выбрал. А это значит, он куда опаснее, чем я думал. Надо сообщить в Аскорб. Надо его уничтожить. Уничтожить нас? Опа. Не надо. Вы сказали, он меня выбрал. С ним Человек-паук совершенен. Цель обнаружена. Преследую. О, а теперь у меня новый костюмчик. Ну вот это я понимаю, симбиот. Лекарство. МJ, рад тебя слышать. Как дела? Нормально. Продолжаю набивать коробки. Только что связалась с Гарри. А ты сам-то как? Я видела новости о погоне за ящером. Я в полном порядке. Коннорс вылечился. Костюм в лучшем виде. И вроде бы называется симбиотом. О, да, а еще он инопланетянин. Рехнуться можно, да? Стоп, что? И тебя это не тревожит? Меня это слегка тревожит. Но без него я не смог бы остановить Коннорса. Питер, вы вдвоем разнесли полгорода. Ты видел, во что превратился музей? Если честно, я удивлена, что никто не погиб. Нет. И ты знаешь, что я должен был его вылечить? Или надо было оставить его громить город? Да я не про... Я собираюсь всю ночь работать над статьей для Джоны. Кажется... Извини, я сейчас. Ну, я хотел преступление, я не знаю, как бы он по разговору. Чего, стоп? С этим пауком я буду драться до последнего. Майлз? Ну тебе, прости, я тут. Где я тебя прервал? Я собираюсь Майлз? всю ночь работать над статьей для Джоны. Кажется, меня наконец посетила муза. Если вернешься поздно, может, дам почитать. Что на нее нашло? Видимо, стресс из-за работы. Надо оставить ее в покое. Там же реально А Майлз пока был, да? посмотрим, чем мы можем помочь. Я думаю, мы на этом, не знаю, закончим, не закончим. Я бы еще что-нибудь такое, ну такое бы сделал, на самом деле. Потому что хочется побегать. А, да, костюмы! Конечно. Что у нас теперь доступно? Здесь ничего. Да, по сути, кстати, я бы не сказал, что что-то много нового. Очень странно. Я бы хотел видеть симбиоти... Какой же хороший костюм. Вот этот мне очень нравится, классический. Симбиота я бы хотел видеть, но... Вот, можем Нуара поставить. Вы получили, доступ к эффекту мультфильма и эффектам комиксов, которые можно включить для любого доступного костюма. Параметры графика. О-о-о! Погодите-ка, интересно. Параметры графика, эффект Тут комиксов. должны быть киоски FM. О, кайф. Стоп, мне интересно даже зайти, будет ли там что-то еще. Я, честно говоря, видеоэффекты, это, видимо, оно, да? Вот, эффект мультфильма, эффект комиксов.
А то звуковые эффекты боя сопровождаются... Ну да, то, что в целом было и... Давайте попробуем, кстати. То, что было и в первой части... Или это только в Майлзе? Нет, это только в Майлзе было. Да, в первой части этого не было. Ну, конечно, режет голова. О, еще один паучок. Сейчас дрона соберем. Народ, все ведь уже знают, что произошло на рыбном рынке. И что там был ящер. Скажу честно, я надеялась, что хотя бы Аня. об этом злодее мы больше никогда не услышим. И нам всем очень повезло, что оба Человека-паука вовремя вмешались. Младший Человек-паук впечатлил очевидцев трюками на воде. А старший... Я вас не гоню, но тут вам делать нечего. Береги! Ну, видите, вот о чем я говорил. Все костюмы теперь странно смотрятся из-за симбиота. И типа такой, они мне адаптированы просто. А, я превратился в симбиота. Ну, мне нравится, как эффект комикса выглядит странно. Подкрепление. Ой, какое подкрепление. Ребят. Сейчас накрою! Он поймал меня! Уходи отсюда! Я вижу цель! Ну-ка посмотрим. Ой, это красиво. Я еще кое-что хотел проверить с Нуаром. Ну вот этот режим я не нашел, к сожалению. Я до записи искал режим, короче, картинки, чтобы сделать именно черно-белый. Я посмотрю обязательно. Так, стоп, что? Ага. Не отвлекайтесь, я просто осматриваюсь. Чтобы найти уязвимость. Разве не оно? Чуть не совсем понял. Скрытые уязвимости? А, типа их реально надо помечать? Обмотаю паутиной. О, найс, Данных получили. по базе тут нет. Может, на другом заслоне? Я надеялся побыть вдвоем с МJ, но так устал. Пора домой отдохнуть. Знать бы, что она решила со статьей. А, ну вот, следующее задание это с МJ поговорить. Вот, и несколько проблем. Первое это с костюмом. То есть, видите, Стирать постельное белье. когда ты симбиот, за Питера поиграть с другим костюмом не получится полноценно. Потому что у тебя симбиотические силы. Ну, короче, какой-то это, ну не знаю, ну странно. Потом, что еще? А, кстати, да, хотел проверить свободное падение. Нет, тут не хватает высоты, к сожалению. Нет. Он, по идее, должен кубик Рубика собирать. Но вроде это тоже как-то добивается каким-то, ну, падением с, наверное, более высокого здания. Сейчас попробуем. Куда у меня есть быстрый телепорт? Быстрый переход. А, только в Гарлем, да? Это нам надо куда-то сюда двигаться. По карте. Я просто хочу проверить. Ну, вон... А, есть, кстати, здание Мстителей. Давайте на него. Вот, мне вот это интересно было проверить, будет ли он собирать кубик Рубика. Если да, то, ну, это прикольная отсылочка тоже. Вот, и потом еще проблема с тем, что у Паркера, по сути, не меняется голос. То есть он сейчас под симбиотом, и, по идее, он как бы должен быть такой нервозный, весь раздражительный, немножко грозный, ну, не знаю, ну вот Человек-паук, паутина вселенной. Паутина вселенной. Внимание, паутина вселенной. Ну, то есть это уже подтвержденная отсылка, я понял.
То есть все эти паукоботы — это паукоботы Мигеля Охары, который ведет слежку за другими вселенными. Окей, ладно, будем просто знать об этом. Но мне интересно, как закончится. Какой-то катсценой же, каким-то тизером закончится все это. И будет ли этот тизер влиять на дальнейшую часть, или же просто... Ой, еще один паукобот. Или же просто... Ну, типа тизер и тизер. Типа реклама мульта, знаете, такая. Ну, коллаба с мультом. А, нуар. Смешно. Кстати, забавно, что когда... Так, у меня есть новости об этих странных ботах. Давай. Одностороннее отслеживание ведется издалека. Очень издалека. Типа за миллионы километров. Типа из космоса? Нет, скорее тут кто-то скрывает свое местонахождение. Ага. Пожалуй, я смогу вычислить источник сигнала, если найдешь мне еще ботов. Попробуем. Хочу пожать руку тому, кто это сделал. Ну, чё-то не было. Не было эффекта кубика Рубика, но наверняка он есть. Нашему обществу стоит Давайте дослушаем Джона и будем понятие заканчивать. героизма как такового. Как я и боялся, монстр, в исцелении которого нас уверяли, вернулся и снова сеет хаос. А Человек-паук не сумел нас защитить. Доктор Курт Коннорс, он же Ящер, снова бесчинствует на улицах города. Попытки Человека-паука его остановить можно назвать жалкими, но никак нельзя назвать героическими. Разве герои уничтожают бесценные музейные экспонаты? Разве герои рушат дома, провоцируют транспортный коллапс и вынуждают государство потратить миллионы долларов из кармана налогоплательщиков на восстановление города? И я уже не говорю о десятках покалеченных полицейских, которые пытались расхлебать заваленную Человеком-пауком кашу. Разумеется, в этом безумном цирке принимают участие и охотники, до которых ни у кого руки не доходят. Сколько еще жителям нашего славного города терпеть разруху и убытки? Довольно! Когда уже избранные нами чиновники возьмутся за дело? Мы не можем ждать! Еще немного, и будет слишком поздно. Спасибо, Джон. Ну все, всем спасибо за просмотр, поддерживайте лайком, комментарием, ждите новые серии. Пока, еще увидимся.